Привет, друзья! Продолжаем нашу рубрику «Берем с полочки папин цифровичок». Сегодня у нас на обзоре, можно сказать, легенда цифровой фотографии, один из родоначальников, один из самых успешных в свое время фотоаппаратов, оснащенный отличной 6-мегапиксельной CCD-матрицей с потрясающим цветом. Это фотоаппарат Nikon D70S, у него был предшественник Nikon D70, просто обычная модель, от Nikon D70S отличается достаточно незначительно. Основное из отличий это то, что у него экран чуть-чуть побольше. На D70S 2 дюйма, на D70 1,8 дюйма. Матрица здесь 6-мегапиксельная Sony, которая оснащался не только этот фотоаппарат, но и многие другие фотоаппараты. Например, из среди Никонов это было знаменитое D40, D50, еще какие-то модели, точно не вспомню. У Pentax это был такой Pentax K100D, на который я уже делал обзор ранее. Также были другие модели, например, Minolta Dynex 5D, Minolta Dynex 7D. Они тоже оснащались такой же 6-мегапиксельной матрицей. Вообще, фотоаппарат начальной эры цифровой эпохи, и он во многом унаследовал черты пленочных камер, уже не настолько сильно, как его предыдущая модель, например, Nikon D100, которая там вообще имела рудименты от пленочных камер. Здесь уже от них во многом избавились, но тем не менее, по ощущениям, по всем, так сказать, признакам, этот фотоаппарат вполне походит на пленочные камеры, которые были до этого. То есть он имеет практически такую же структуру, те же элементы управления основные, и все очень-очень похоже. Даже внешне, как вы видите, это вполне себе наследник той пленочной эпохи. Все вот эти пленочные фотоаппараты конца 80-х, 90-х, начала 2000-х, такие как Nikon F100, в данном случае у меня Nikon F801, они очень-очень похожи на то, что мы видим здесь. По всем основным вещам, по органам управления, по хвату и по основным элементам. Аппарат, надо признать, начальной цифровой эпохи со всеми вытекающими последствиями. Здесь еще не отработаны, не доведены до совершенства многие эргономические решения, к которым мы привыкли позднее. Здесь многие вещи вызывают вопросы, скажем так, потому что они кажутся чертовски неудобными. Например, ужасное эргономическое решение, как по мне, когда мы хотим просмотреть готовый снимок. Для того, чтобы его просмотреть, нужно сначала зажать клавишу Enter. Потом, если мы вдруг хотим увеличить, надо вот эту зажать, вот эту кнопку увеличения. И если мы хотим что-то там увеличивать, то надо вот этот вот желтую зону увеличивать или уменьшать по рисунку. И только потом мы сможем посмотреть в увеличенном виде. Короче, это ужасно неудобно. Но если воспринимать этот фотоаппарат именно как ретро-устройство, а по-другому его в принципе нельзя воспринимать, потому что этому фотоаппарату уже 20 лет, то в принципе им вполне нормально можно снимать без всяких проблем. Он достаточно неплохо фокусируется, у него достаточно хороший светлый яркий видоискатель, хоть и не очень большой. У него очень удобный хват, за что мне очень нравится этот фотоаппарат, за то, что у него хват один из самых удобных среди этих ретро-устройств. Например, у Pentax K100D он на порядок хуже. У Sony, которых я тоже рассматривал в обзоре до этого, тоже не так удобно. То есть вот один из самых удобных хватов на ранних фотоаппаратах это вот этот Nikon D70S. По сути, это была такая полулюбительская модель, полупрофессиональная. Выше нее на тот момент были только, по-моему, Nikon D200. Полного кадра у Nikon еще не было в тот момент. Вот чуть позже появился Nikon D700. А у других компаний тоже нельзя сказать, что было сильно густо. У Canon там были какие-то суперпрофессиональные камеры, пара штук. И среди любительских Canon 20D, 10D, 20D. Поэтому это была на тот момент все-таки одна из лучших камер, которая была представлена на рынке. Одна из лучших, более-менее доступных камер, скажем так. И то, что это такая полупрофессиональная модель, действительно чувствуется. По очень удобному хвату в руке. Здесь очень хороший информативный инфопогон, по которому можно определять все параметры. Здесь более-менее внятное человеческое меню,
Ну, понятно, что далеко не идет сравнение с нынешними моделями или даже моделями, которые вышли на 10 лет позже. Но для своего времени оно простое, ну, достаточно понятно. Все здесь в целом неплохо. Здесь также более-менее быстрый автофокус. По-моему, там 5-позиционный он идет, да, 5-позиционный. Здесь у нас управление уже с 2 дисками, точнее вращалками. Здесь мы можем сзади вращать, настраивать диафрагму, ISO и так далее, и спереди. Основной момент, когда мы настраиваем, это нужно зажать какую-то из кнопок и вращать один из этих дисков. Также существенным преимуществом по сравнению с другими начального уровня камерами Nikon является наличие вот этого элемента. Это встроенный мотор фокусировки, который в народе называют отверткой. Он позволяет снимать на старые объективы, которые были в пленочную эпоху. Например, вот такой полтинник. Можно спокойно установить на эту камеру и снимать им. Чего не добиться на других моделях, например, на том же D40, ну и на многих других начальных моделях, которые не оснащены таким приводом, вплоть до 5 серии, 5200, 5300, 5500 и вплоть там до 3 серии. То есть только на более-менее продвинутых моделях Nikon мы видим такую отвертку. Но Nikon не была бы Никоном, если бы чего-нибудь да не обрезала. Здесь в данном случае у нас не хватает вот такой вещи реостата диафрагмы, что напрочь отрезает возможность нам работать со сменной оптикой, сменной мануальной оптикой такого плана, например, как Helios 81N или другие подобного рода объективы без фокусировки. Разумеется, мы без проблем можем установить такие объективы в фотоаппарат и даже можем ими снимать. Это не вызывает никаких проблем. Но вызывает проблемы то, как мы можем снимать. Снимать мы можем с мануальными объективами исключительно в режиме M, то есть полностью ручными настройками. При этом в этом режиме M у нас нет никаких подсказок ни по экспозиции, ни по фокусировке. То есть мы все вынуждены делать исключительно на глазок. Нет, извиняюсь, здесь по фокусировке есть подсказка. Если мы попали в фокус, то загорается зеленая точечка. Вот. А вот по экспозиции подсказок нет. Соответственно, снимать с мануальной оптикой, ну, такая задача для фото-джедаев. То есть нужно всегда подбирать выдержки на глазок, диафрагму на глазок и все остальное на глазок. При этом разглядеть, что же ты снял на этом махоньком экранчике, не так просто, ну, откровенно говоря, сложно. Поэтому, ну, вот все приходится делать по такому наитию. Поэтому очень чисты здесь промашки по экспозиции, промашки, ну, по фокусу еще более-менее можно попасть благодаря подсказке, но по экспозиции, да, вот приходится наугад. Поэтому приходится зачастую снимать в RAW и потом это все корректировать по экспозиции. Но, тем не менее, если у вас есть парк какой-то более-менее оптики Nikon, более поздних объективов или более ранних объективов с автофокусом, как здесь, то, в принципе, каких-то особенных проблем она вам не доставит. То есть снимать ей по большому счету одно удовольствие. Конечно, об экранчике надо забыть, конечно, надо понимать, что мы снимаем не спеша для удовольствия, но в целом то, что вы получите на выходе, вас, скорее всего, порадует. Потому что картиночки, которые производит этот аппарат, особенно если речь идет об ярком солнечном дне, получаются просто загляденье. Не знаю, заслуга ли здесь CCD-матрицы или, не знаю, как-то здесь настроены цветовые профиля таким образом, чтобы они напоминали о пленке. Но когда я беру и обрабатываю эти фотографии, то я могу спокойно задирать ползунок насыщенности очень-очень далеко. Как бы без особых искажений для картинки каких-то вот таких кислотных ворвиглазных цветов. Как будто цвета прям вот насыщаются прямо как-то изолированно от других. Что позволяет получать очень такие яркие, сочные, необычные изображения. В дальнейших моделях Nikon, даже не CCD, тоже присутствуют яркие цвета, но здесь они имеют все-таки какой-то более особенный характер. Какой-то вот, ну не знаю даже как объяснить. Не могу даже сказать, что он какой-то особенно пленочный, потому что здесь баланс белого подбирается достаточно точно, но цвета при этом меня всегда очень радуют. Поскольку здесь используется всем известная 6-мегапиксельная матрица, то начальная ISO у нее тоже 200, вот, и максимальная ISO здесь, которую можно использовать, 1600. Ну, честно говоря, более-менее удобоваримо можно использовать 800 ISO, я на нем снимал ночью.
В принципе, все не так уж и плохо, вполне можно снимать. Ну, единственное, конечно, надо там на постобработке поработать с шумодавом, убрать вот эти все цветные шумы, и, в принципе, вполне удобоваримая картинка, если сильно не увеличивать и на 4К мониторах не разглядывать, а смотреть на каком-нибудь экране телефона или там распечатать фотографию, то все очень-очень даже хорошо. Цвета остаются, картинки интересные, красивые, все прекрасно. Надо заметить еще один плюс этой камеры. Здесь у нас есть минимальная выдержка 1/8000, чего не встретишь на многих и более дорогих камерах. Это, конечно, связано в большей степени с тем, что у нас минимальный ISO здесь 200, поэтому, чтобы вот на этом ISO снимать в яркий солнечный день, приходится иной раз задирать выдержку довольно-таки сильно. Здесь довольно своеобразно выглядит отсек для карт памяти. Карты памяти здесь, конечно же, используются SD, не SD, а CF карты большого формата. Каких-то проблем с картами памяти я не замечал. Если снимать в обычном любительском режиме, а не поливать по 5 кадров в секунду, 5 кадров он, кстати, не позволяет делать, позволяет максимум 3. Но если снимать вот в неспешном режиме, то вполне довольно-таки быстрая камера, все работает быстро и хорошо, и каких-то особых проблем и претензий к сохранению снимков у меня нету. Конечно, в отличие от Pentax K100D здесь нет матричной стабилизации, здесь приходится использовать объективы, которые оснащены уже стабилизацией внутренней своей. Здесь, кстати, в комплекте шел вот такой объектив Nikkor 1870 3545. Объектив, к слову, прекрасный, на мой взгляд, идеально подходит этому фотоаппарату и вообще любому кропу, потому что он покрывает фокусные расстояния, самого такого востребованного диапазона. И по сравнению с более поздними объективами имеет чуть большую светосилу на длинном конце, что тоже довольно-таки приятно. Забыл сказать, что корпус у фотоаппарата пластиковый, хоть он и сделан на каком-то металлическом шасси, но тем не менее пластиковый корпус дает то, что вес аппарата достаточно небольшой, при этом хват очень удобный, относительно удобный, все-таки он, на мой взгляд, немного толстоват, в целом все очень хорошо. По размеру, кстати, то, что доктор прописал, то есть спокойно вы хватаете его, ничего у вас не свисает, ничего не мешает, хват практически, если не идеальный, то очень хороший. Практически все экземпляры со временем покрываются такой липкой субстанцией, и у меня было 2 таких фотика, оба были в такой липкой субстанции. Она без проблем оттирается такими какими-то растворителями, я в частности оттер его обычным спиртом. Без проблем оттерлось, и все далее хорошо. В общем, однозначно один из моих любимых старых фотоаппаратов со своей изюминкой. У него очень необычные яркие сочные цвета, хороший хват, им приятно снимать. Стоит он по нынешним временам копейки. Тушки я видел на Авито продаются 3-4 тысячи рублей. До 5 тысяч рублей, в общем, можно найти. С объективом тоже иногда удается. Такой объектив сам по себе сейчас стоит от 5 тысяч рублей. С объективом удается найти, бывает за 5, 6, 7 тысяч рублей. Что вполне недорого для такого колоритного фотоаппарата, который обеспечивает такую интересную картинку. Примеры таких картинок вы сейчас увидите через минутку. А я напоминаю вам, что такие фотоаппараты, такой другие объективы, фотопринадлежности и многое-многое другое вы можете приобрести у меня в моем профиле на Авито, который расположен, ссылку на который я укажу в своем телеграм-канале. Если кому-то интересно, тоже может подписываться на мой телеграм-канал, там я выкладываю примеры фото, какие-то горячие предложения и всякое другое интересное, что связано с моей деятельностью. А сейчас смотрим фото. Всем хороших кадров и пока.